Всем привет! На ремонте лодочный мотор Ханкай 9.8. Копия мотора Тахацу 9.8. Мотор работает на одном цилиндре. Владелец жаловался, что вообще плохо запускается. В общем, проверили компрессию. На верхнем цилиндре у него сколько? Девятка была? Или восьмерка? 11? Ну, тем более 11. А на нижнем 4. Будем разбираться. Это мотор 2016 года выпуска, если верить серийному номеру. Сейчас мы еще раз покажем, какая компрессия у него. Владелец уже менял ручной стартер. За это время мотор хорошо облез. С той стороны будет видно. Вот румпель в таком состоянии. И облазит нога. Это проблема китайских моторов в соленой воде. Еще чуть. Все, стоп. 10,5 на верхнем цилиндре. Отличная компрессия для верхнего цилиндра. Смотрим, что на нижнем. Очень плохо набивает. И максимум 4,5. Все. Компрессии нет. Для начала мы снимем головку блока цилиндров. Проверим, может быть, прогорела прокладка. Хотя, странно, на свечах воды нет. Обычно, если прогорает прокладка, то на свечах присутствует вода. Также у мотора немного изношены втулки. Это видно особенно на нижней втулке. Но на ходовые качества это особо не влияет. Интересно, что на этом моторе нету подачи смазки к верхнему подшипнику. Здесь стоит заглушка. А на моторе Тахацу 9.8 и на других копиях Тахацу 9.8 здесь два шланчика. Один шланчик идет перед карбюратором, а второй от низа до верхнего подшипника. Ну, по-моему, потом уже на последних моделях Ханкая это сделали. Так. Сняли головку блока цилиндров. Прокладка целая, хорошая. Возможно, даже недавно менялась. Ну, в общем, разбираем дальше. Откручиваем все, что связано от двигателя к поддону. Тросики, механизмы, шланчики, провода. Затем откручиваем 6 болтов крепления двигателя под мотором. Аккуратно снимаем двигатель. Нашли проблему. Оторвался лепестковый клапан. Как раз нижний цилиндр. Аккуратно снимаем крышку. Верх чистый, а внизу поцарапаны. О! Интересно, а где сам клапан? В общем, причина, по которой плохая компрессия, это оторвавшийся лепестковый клапан. Попал в цилиндропоршневую группу и вывел из строя нижний цилиндр. Задрала поршень, залегли кольца. Возможно, потребуется замена блока цилиндров по той причине, что
А вот и клапан. Нашелся клапан. Здесь еще проблема с резьбой. Не было нижней резьбы. В резьбе застрявшее сверло. Кто-то пытался высверливать, сверло сломалось. И болт был просто здесь наживлен, но не затянут. В этом месте очень сложно его восстановить, как-то выфрезеровать. И так как в любом случае блок пришлось бы растачивать, может быть, имеет смысл просто заменить блок. Владелец мотора сомневался, стоит ли вообще вкладывать деньги в восстановление этого мотора. Он говорил, что были проблемы с редуктором, заржавели сальники. Он поставил оригинальные японские сальники от Honda. Потом он менял крыльчатку. И все те проблемы, о которых мы говорили в одном из наших видео, про недостатки моторов Ханкай, здесь они были. Ну и в общем, был приобретен новый блок цилиндров. Блок цилиндров от Ханкая, все остальное мы будем заказывать от лодочного мотора Хайди. Заказывать запчасти для нашего Ханкая мы будем с сайта ZipMarine. Это отличный магазин запчастей для китайских и японских лодочных моторов. Мы его рекомендуем, потому что сами часто заказываем тут запчасти для ремонта или помогаем нашим клиентам с подбором запчастей. Заходим в раздел «Запчасти», выбираем двухтактный мотор 9.8, выбираем категорию и добавляем то, что нам нужно заказать. Здесь можно приобрести как китайскую запчасть от Хайди, так и тайваньские аналоги. Так как наш Ханкай 9.8 и Хайди 9.8 это практически во всем одна и та же копия Тахацу 9.8, все запчасти от Хайди на него подойдут. Если вы заказываете запчасти на сумму от 5000 рублей или выше, то доставка для вас будет бесплатная. Здесь будет информация о том, сколько еще нужно заказать товаров для бесплатной доставки. Общая сумма всех запчастей у нас получилась на сумму 9000 рублей, а по промокоду бонус на первый заказ можно получить еще и скидку 10%. Ссылка на сайт ZipMarine в описании к этому видео. Не забудьте сохранить, она вам пригодится. Итак, мы получили запчасти с сайта ZipMarine. Все, что нужно для восстановления этого Ханкая. Как мы уже говорили, все, кроме блока цилиндров, мы ставим новое от китайского лодочного мотора Хайди 9.8. Новые поршни. И вот что мы еще увидели в коробке с запчастями. Нам тут прислали масло Сумитачи. Очиститель карбюратора. Мы ими часто пользуемся. Очень полезная вещь. Это масло для редуктора. В таких пакетиках. Это масло для бензина, для двухтактного мотора. Также тоже масло для двухтактного мотора. Очиститель контактов. И смазка. Пластичная смазка. Очень полезная вещь в нашей работе. Огромное спасибо. Вот это не ожидали за такой подарок. Присылайте там еще. Мы будем очень рады. Всегда рады подаркам. Со старого блока мы переставляем на новый все крышки. Были заказаны новые клапаны. Пластина с клапанами от Хайди. Как правильно говорить, клапаны или клапана. И новые сальники. Ставим крышки выхлопа. Начали закручивать болты головки. Один болт не лезет в отверстие. Как будто оно немного смещено. Это головка со старого блока. И сейчас нам придется немножко рассверлить это отверстие, сместить его в сторону. В общем, сравнили старый блок и новый блок. И вот это отверстие, которое у нас не совпадало на старом блоке, оно немного смещено. Все, подогнали головку к блоку. Теперь затягиваем болты
Болты нужно затягивать очень аккуратно, потому что китайские резьбы могут быть прослаблены и можно сорвать либо болт, либо резьбу в алюминий. Что касается ремонта коленвала. Шариковые подшипники, нижний, средний и верхний, мы можем заменить, если приобретем их от японского мотора Tohatsu, или подобрать высокооборотистые по размеру. Подшипники поршневых пальцев и сами поршневые пальцы можно подобрать от Tohatsu, либо китайские. А вот если что-то случится с шатунными подшипниками, например, если мотор утопили, вовремя не реанимировали или запустили без масла и так далее, в общем, их мы заменить не сможем. По той причине, что шатунные пальцы отличаются по диаметру от шатунных пальцев на Tohatsu. Непонятно зачем, но китайцы сделали диаметр этого пальца на 1 мм больше, чем у Tohatsu 9.8. Таким образом, если вдруг мы попадаем на полную капиталку коленвала, он не ремонтируется. Запчасти на китайские коленвалы не продаются. Запчасти мы можем купить только японские от Tohatsu или тайваньские для Tohatsu. И так как диаметры этих шатунных пальцев отличаются, они сюда не подойдут. Китайские запчасти на коленвал не продаются, значит мы только можем приобрести коленвал в сборе. Коленвал на Ханкай 9.8 стоит примерно 10 тысяч. И в принципе это неплохой вариант, потому что если бы мы перепрессовывали коленвал и покупали бы запчасти тайваньские или даже японские, итоговая стоимость такого коленвала была бы примерно 15-20 тысяч. Это дороже, чем купить новый китайский коленвал. Можно купить коленвал в сборе также и от Хайди 9.8, от Parsun 9.8, от любого другого китайского мотора 9.8 и даже новый коленвал от Tohatsu. Естественно, такой коленвал будет в разы дороже, чем китайский. И вопрос целесообразности такой покупки, конечно, будет стоять в первую очередь. Но даже если такое случится, любой коленвал, в том числе японский, подойдет на китайский мотор, без проблем встанет и будет работать. Это коленвал не с этого Ханкая, который мы ремонтируем. Я его взял просто для примера. Он снят с мотора, который был утоплен, и коленвал этот восстановлению не подлежит. Все по той же причине, что нет запчастей на шатуны. Мы приобрели новый коленвал, собрали мотор, а этот коленвал владелец оставил у нас. Он ему не нужен. На поршневых пальцах видно следы коррозии, и поверьте мне, в шатунных пальцах точно такие же следы. На коленвале от Ханкая, который мы ремонтируем, мы заменили нижний шариковый подшипник и средний подшипник. Они немного шумели, особенно нижний. Верхний подшипник в очень хорошем состоянии. Мы его оставляем, менять не будем. Несмотря на то, что для него отсутствует подача дополнительной смазки, как это сделано на других китайских моторах 9.8, в том числе и самого Tohatsu 9.8, он здесь прекрасно себя чувствует. Шатуны и шатунные подшипники в отличном состоянии. Мы их покрутили, послушали, с ними все хорошо. Сальник коленвала здесь тоже в хорошем состоянии. Поставили новенькие поршни, кольца. В комплекте вместе с поршнями были новые стопорные кольца и поршневые пальцы. Коленвал на своем месте, верхний сальник заменили на новый. Мажем здесь герметиком и ставим вторую крышку. Здесь еще, кстати, осталась заводская алюминиевая стружка после обработки на заводе. Нужно будет это все тщательно отмыть. Ставим маховик и проверяем, что все нормально крутится, ничего нигде не закусывает. На эти штуцеры устанавливается шланг, и в этом шланге вместо клапана был обычный металлический шарик. Непонятно только для чего тогда была сделана вся эта система, если она здесь не работала. Шарик был обычной заглушкой, чтобы исключить
перекачку воздуха. Сюда нужно либо ставить клапан, либо просто оглушить эту систему. Либо, если нет клапана, сверлить отверстие где-нибудь в этой крышке до лепестковых клапанов и делать так, чтобы система работала. Но в нашем случае на этом Ханкае, не знаю как на других, но конкретно на этом Ханкае эта система была абсолютно бесполезная. Таким же шариком было заглушено нижнее отверстие на старом блоке. Непонятно тогда для чего было делать верхнее отверстие, там где был штуцер с шариком. Собрали мотор, подключили обкаточный бензин, решили его немного покатать, а он не запускается. Дергали, дергали, даже не схватывает. Отключили один провод от кнопки, и все, мотор начал запускаться. Все хорошо. А если мы подключим сейчас провод от кнопки, мотор сразу глохнет, несмотря на то, что ЧК безопасности находится там. Кнопку надо менять. Или, как минимум, попробовать ее почистить. Все, вода пошла. Немного обкатается. Сейчас у него состояние нового. Кнопка заржавела. Давай достанем. Вот в чем дело. В кнопку попала вода. Кнопка была в нажатом положении. Она заржавела, и поэтому контакт замкнулся. Мы ее почистили, соберем, посмотрим. Если будет работать, то оставим. Если нет, то придется заменить. Кнопку собрали, резьбу промазали на герметик, чтобы туда не попала вода. Мотор запускается, кнопка работает. И ЧК безопасности тоже работает. Посмотрим, какая у Шанхая теперь компрессия. Давай. Ну, хватит. Десятка. Смотрим верхний цилиндр. Хватит. Все. То же самое. 10 килограмм. С учетом того, что мотор еще не обкатан, компрессия будет чуть повыше. Полная стоимость такого восстановления получилась в сумме 32 тысячи рублей. Стоило ли его восстанавливать? Пишите свое мнение. Новый такой Ханкай 9.8 сейчас стоит от 60 тысяч, только его еще нужно довести до ума. Об этом у нас есть отдельное видео про их слабые места. Если бы мы не меняли блок, мы могли бы расточить гильзы в ремонтный размер. У Tohatsu 9.8 это один ремонт, 0,5.
Китайских ремонтных поршней и колец для китайских лодочных моторов не существует, но можно поставить японские или тайваньские ремонтные поршни и кольца, предварительно расточив гильзы. Если бы мы покупали только японские запчасти, то только за запчасти нужно было бы потратить около 23 тысяч, не считая стоимости доставки, расточку, если бы не меняли блок, и не считая работы за переборку. На этом все, всем пока. И не забудьте подписаться на наш канал, если до сих пор почему-то не подписались.